Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Алексей никогда не считал себя героем. Он просто жил в небольшом поселке на окраине леса, где жизнь текла размеренно, почти сонно. По утрам он выходил на улицу, пил кофе, иногда что-то чинил во дворе, иногда просто сидел на крыльце и смотрел, как рассеивается утренний туман. Он давно привык к близости леса, к запаху хвои после дождя, к крикам птиц на рассвете, к визитам диких зверей, которые все чаще выходили к домам в поисках еды. Его не пугали ни лисы, ни косули, ни еноты, особенно еноты, которых он даже иногда подкармливал. То утро ничем не отличалось от других. Он, как обычно, вышел с кружкой кофе во двор, поправил сетку на компостной куче, осмотрел яблоню после ночного ветра, но вдруг его внимание привлек странный писк. Сначала он подумал, что это птичий щебет, но звук был прерывистый, беспокойный, будто кто-то звал на помощь. Алексей остановился, прислушался и пошел на звук. Он шел, пока не подошел к заросшей части участка, где стоял полуразвалившийся сарай, а за ним частично закопанная в землю торчала старая металлическая водосточная труба. Звук доносился именно оттуда. Алексей присел на корточки, посветил фонариком с телефона в трубу и замер. Внутри, сжавшись в комок, сидел крошечный енотик. Передние лапки были поджаты, мордочка пряталась между ними, но было видно, как он дрожит. Его задняя часть явно застряла между двумя ржавыми краями трубы, которые когда-то кто-то согнул, и теперь они образовывали нечто вроде ловушки. Енот не мог ни продвинуться вперед, ни выбраться назад. Алексей не стал звать никого на помощь, не потому что не хотел, просто действовать нужно было быстро. Он вернулся в дом, взял лопату, перчатки, ломик и фонарь помощнее. Начал осторожно разбирать землю вокруг трубы, пытаясь ее приподнять и ослабить зажим. Работа была кропотливая, каждое движение могло напугать малыша еще сильнее или, что хуже, поранить его. Алексей разговаривал с енотиком тихим голосом, как с ребенком, уверяя, что все будет хорошо. Через полчаса, когда земля была расчищена, а труба слегка подалась, он осторожно ввел лом между краями и разжал их. Енот взвизгнул, но не вырывался, видимо, чувствовал, что человек рядом не враг. С помощью перчаток Алексей обхватил его тело, приподнял и, наконец, вытащил наружу. Малыш был грязный, слипшийся от пыли и земли, с немного поцарапанными лапками, но живой. Он сначала растерянно стоял на месте, не зная, что делать, и вдруг из кустов начали выходить взрослые еноты. Сначала один, затем еще двое. Они остановились в нескольких метрах, настороженные, но не агрессивные. Енотик поднял голову, оглянулся на Алексея, будто спрашивая, можно ли идти, и после короткой паузы поспешил к своей семье. Самое удивительное произошло через мгновение. Одна из взрослых енотов, судя по всему мать, подошла ближе. Она медленно приблизилась к человеку, не издавая ни звука, остановилась на расстоянии вытянутой руки и просто посмотрела ему в глаза. В ее взгляде не было страха, скорее благодарность. Она кивнула, словно признала его поступок, и только тогда повернулась и ушла вслед за малышом. Алексей еще долго стоял на месте, слушая, как шуршит трава под их лапами. Этот случай он никогда не рассказывал кому-то с драмой или пафосом, просто иногда по вечерам. Когда слышал, как кто-то осторожно шуршит за домом, или когда замечал отпечатки маленьких лап на крыльце, он улыбался и ставил миску с водой и яблоками чуть ближе к лесу. Потому что когда-то одна семья запомнила его, а он запомнил навсегда их. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.